Китай – это наиболее закрытая ядерная страна. Начинать сразу попытки присоединения к процессам ограничения ядерного оружия всю пятерку, вот это было бы, я думаю, недальновидно. Китай закрыт, и у нас есть все основания, что у него несколько больше ядерного оружия, чем это, например, Стокгольмский институт демонстрирует, поскольку мы исходили из того, сколько оружейных материалов наработал Китай, и полагаем, что он не держит их где-то, а уже использует и использовал это для накопления ядерных боезарядов, как стратегических, так и нестратегических. Но говорить о том, что мы должны начинать этот процесс сразу большой пятерки ядерной, вот это было бы, мне кажется, ошибкой. И почему я делал упор на том, что могла бы сделать Великобритания, а с ней и Франция, это дать какой-то толчок. Вот если бы Великобритания и Франция заявили, что они готовы пойти на целый ряд мер транспарентности, о которых мы говорили и которых Пол Шульц мог не слышать, вот, я говорил о том, что из 150 примерно мер уведомительных, которые есть между Россией и США, Великобритания и Франция без всякого ущерба для национальной безопасности могли бы, по крайней мере, десяток использовать, и я их называл. Так вот, если Франция, Великобритания скажут, что они согласны на такой подход и призывают к этому Китай, вот это уже будет толчком. Тогда Китаю будет труднее уходить в глухую оборону, вот, и никаким образом не реагировать на это. Потому что и Великобритания, и Франция, ну, судя по имеющимся экспертным оценкам, имеют примерно такое же количество ядерных вооружений, как и Китай. То есть нужен толчок со стороны Великобритании и Франции. Толчок для того, чтобы Китай каким-то образом реагировал. Может быть, он примет даже меньшую часть мер транспарентности, которые предлагают Франция и Великобритания, но что-то он должен будет принять. Мне так представляется. Я думаю, мы просто должны напомнить себе, что отсутствие паритета вопрос важный, но надо помнить, что эквивалентными по размеру арсеналы быть не могут. Я думаю, что арсеналы, они будут минимальными, необходимыми для сдерживания. И мы, конечно, не узнаем точные арсеналы, генерал прав. Хотя бы какие-то намеки хотелось бы видеть, но точного размера ядерного арсенала каждой страны мы не узнаем. Сейчас в Великобритании меньше 200 боеголовок, во Франции меньше 300. У Китая, возможно, тоже где-то на этом уровне. А в США, как было заявлено, более 5000 ядерных боеголовок. Кто-то думает, что в России тоже примерно такого порядка цифры, кто-то думает даже больше. То есть, когда арсеналы США и России в 15-20 раз больше, чем ядерные арсеналы США, Китая, Франции и Великобритании, вы знаете, сложно сказать, что Великобритания, США, Франция должны делать намного больше. Тут ведь надо, пожалуй, сказать, пожалуй, США и России. Если вы перестанете увеличивать арсенал, если вы будете сокращать ваш ядерный арсенал, то и мы, Великобритания и Франция, тоже будем его сокращать. Просто, понимаете, тут требуется больше прозрачности. Опять-таки, надо дальше сокращать ядерные арсеналы. И, по крайней мере, заявить, что арсенал увеличиваться не будет. То есть процесс, конечно, пошаговый будет, это понятно. Да, конечно, в Великобритании, да и во Франции, мне кажется, есть озабоченность, и надо честно об этом сказать. Есть озабоченность, что Россия может
может вновь вспомнить призраки прошлого и заговорить о важности паритета между Россией и НАТО и так далее. Неизвестно, будет ли это приемлемо для США, потому что тогда получится, что США окажется в более слабой позиции, чем Россия. Но мне кажется, генерал Дворкин об этом говорил, когда говорил о важности увеличения транспарентности в этом процессе. Я, в принципе, не вижу проблем в том, чтобы Великобритания и Франция могли бы взять на себя многие из предложенных мер по информированию для того, чтобы продвинуть дальше этот процесс. Конечно, процесс будет непростой, и я думаю, что процесс надо будет адаптировать к условиям, конкретным условиям во Франции и Великобритании. И если этот процесс пойдет, пусть даже мы медленно, может быть, будем раскачиваться, но это все-таки даст какой-то стимул Китаю. Потому что когда видишь, что две ядерные страны, Великобритания и Франция, находятся в достаточно безопасной части мира, но насчет Китая есть международные опасения, что у них может расти ядерный арсенал. А сегодня, как вы знаете, многих также волнует вопрос, не будет ли гонки вооружений в той же Индии, например, учитывая отношения между Индией и Пакистаном, там гонка вооружений может тоже принять новый оборот, а Великобритания и Франция, мне кажется, они готовы будут идти весь путь в этом процессе для того, чтобы свои задачи решить. Мое понимание британской и однозначно французской официальной позиции такое, что нет у наших двух стран причин возражать против растущей транспарентности, но если говорить о переговорах США и России, вы знаете, в Британии и Франции есть аллергия на какие-то оцифрованные обязательства, как это есть у крупных ядерных держав. Вот в чем проблема. Это проблема так называемого паритета. И это проблема то, что США и Франция, они пытаются решить этот вопрос несколько иными путями, но очень важно оценивать международные нужды. И потом, сейчас Британия занимается этим, и Франция одна идет по этому пути, но эти усилия должны быть дипломатически отделены от тех переговоров, которые начинаются между Россией и США. Этот процесс продолжится, он естественно продолжится до тех пор, пока теперешние цифры, теперешние арсеналы не будут сокращены. Уж китайцы об этом точно будут говорить. Вы знаете, как интересно можно говорить по сокращению ядерных арсеналов. И тем не менее там есть есть некоторые, у которых нет таких возможностей. Это не значит, что, конечно, мы не можем чего-то делать параллельно. Вопрос даже не в цифрах, а в атмосфере, в стратегическом отношении. Сейчас очень важно, чтобы крупные страны, крупнейшие страны, они как-то самоорганизовались для того, чтобы сбить количество ядерных арсеналов до приемлемых цифр. Россия и США, в принципе, вполне могли бы продолжать и начинать переговоры о новом договоре. И есть возможность, и это показано во всех оценках проекта, который мы делали вместе с NTI в Институте мировой экономики, могли бы договориться о том, чтобы сократить наши арсеналы, в отличие от нового договора, до 1000 боезарядов. Но вот здесь вот возникает нерешенная проблема европейской противоракетной обороны. Вот это то, что накладывается на весь процесс ядерного разоружения. Я не буду говорить о том, как мы можем решить эти противоречия. Есть предложения и есть определенный
такой сдержанный оптимизм, что в конце концов мы решим эту проблему. Но ведь вот как посмотреть на эту проблему с точки зрения Китая? Как Китай реагирует на систему Иджес там, на Дальнем Востоке, на 4 японских, а потом 6 эсминцев с системой противоракетной обороны? Это же тоже одна из проблем, или, я буду говорить, это фактор, который будет затруднять присоединение Китая хотя бы к тем мерам транспарентности, которые будут предлагать, как мы надеемся, все-таки Великобритания и Франция. Но толчок определенный нужен для того, чтобы понять, что будет препятствовать в этом отношении присоединению Китая. Вот же в чем весь вопрос. Понимаете? То есть мы должны вытащить Китай на обсуждение этих проблем, вытащить их. Потому что, я еще раз повторяю, это наиболее закрытая ядерная держава, и есть все основания полагать, что у нее несколько больше сейчас ядерных вооружений, чем то, что поддается экспертным оценкам, и в частности Стокгольмского института, данными которыми мы периодически пользуемся, кроме своих, конечно. Вот в этом заключается проблема. Еще раз подчеркиваю, не надо говорить о сокращении ядерных арсеналов Великобритании и Франции. Только транспарентность пока что расширенная по сравнению с тем, что сейчас даже есть в Великобритании, ну и во Франции. В чем прелесть ядерного нуля? В том, что мир стал бы совершенно другим, если бы мы этого добились. Другое дело, что сам процесс достижения этого нуля, это был бы процесс, который был бы стимулом для всей Земли решать эту проблему. Это не значит, что это одновременно решит другие проблемы, споры, провокации, но поможет. И именно в этом, мне кажется, и привлекательность этой опции глобального нуля. Мы сегодня утром, кстати, здесь обсуждали, ведь, понимаете, здесь вопрос паритета и достаточности для национальной безопасности, что безопасно для страны, для безопасности страны, но при этом обеспечит большую транспарентность. Понимаете, эта концепция прозрачности, она важна. Важна и по тактическим ядерным вооружениям, я имею в виду там количество и расположение. Это касается и обычных ядерных вооружений. То есть это все придется решать. Это придется решать все. Вот в чем проблема. Проблема, но и прелесть этой идеи ядерного нуля.